Как раскраивать косую бейку, мы с вами разобрали. Можно теперь не только как раскраивать, но и как ее заготовить, чтобы получилась вот такая, как покупная. Все это было разобрано уже. Единственное, что хочу показать, если нам недостаточно длины той косой бейки, которую, например, мы с вами выкроили, их можно сострочить из двух таких отрезков косой бейки, которые были выкроены. И я сейчас хочу на примере показать, как это сделать. Когда вы выкраиваете косую бейку, на концах у вас будет вот такой уголочек. Если он выкроен четко под 45 градусов на одном отрезке косой бейки и на другом отрезке косой бейки он выкроен под 45 градусов, то, накладывая друг на друга и уравнивая срезы, вот таким образом, я специально выкладываю это на желтой ткани, чтобы было хорошо видно, мы можем с вами сострочить вот таким образом. Только обязательно будет выступать уголочек с одной стороны и уголочек немного с другой стороны. Но перед тем, как сшивать на машинке, я всегда советую, отступив 0,5 от среза, сколоть булавочками. Для чего? Для того, чтобы вы увидели, правильно ли вы наложили эти два среза друг на друга. Определить вы можете следующим образом. Сколов вот так булавочками два отрезка, мы затем раскладываем их и смотрим, получается ли у нас единая прямая линия. То есть вот после того, как мы сострочим, но мы сначала предварительно скололи здесь английскими булавками, которые, ну, скажем так, выполняют роль в данный момент строчки. И смотрим, если получается прямая линия и здесь получается прямая линия, значит у нас выдержано здесь срезы под 45 градусов. И мы смело можем тогда идти и строчить на машинке, развернув булавочки только перпендикулярно строчке. Подразумевается, что перпендикулярно, как будет прокладываться строчка. Строчка будет идти параллельно срезу, булавочки должны расположены быть перпендикулярно. Это один способ соединения двух косых беек для того, чтобы затем вы можете еще третий отрезок таким образом присоединить. Это первый способ. И есть второй способ. Он считается более легким. Вы просто берете этот срез, который у вас под 45 градусов, там он, или может быть там не 45 градусов, может быть какая-то неровный срез здесь быть в этом месте. Вы обрезаете вот таким образом, делаете прямую линию. Вот как у меня сейчас показано в данном случае. Я сейчас разъединю булавочки. Вот у меня один срез. Получается, что прямой угол под прямым углом срезано. И вторая косая беечка тоже под прямым углом срезана. Я накладываю их друг на друга. Обязательно перед тем, как сшивать косые бейки, убедитесь, чтобы ширина у них была одинаковая, наложив одну на другую, потому что во время выкраивания могли где-то срезать больше, где-то меньше. Просто подровняйте их предварительно. Теперь мы накладываем друг на друга, уравнивая срезы таким образом. И под 45 градусов берем мыло или мелок по диагонали, чертим линию, по которой будем строчить
затем машинкой. Вот таким образом мы прокладываем линию под 45 градусов. Но опять же я рекомендую перед тем, как строчить на машинке, я рекомендую сколоть булавочками по этой линии, которую вы нарисовали, которая будет предназначена для швейной машинки. Скалываем для строчки, ну, чтобы проложить строчку на швейной машинке. Мы скалываем и затем, сейчас булавочка немножко, так, скалываем и затем разворачиваем и смотрим. Если у меня здесь линия идет ровно, здесь линия тоже идет ровно, они выравниваются, то есть в одну линию, значит я могу идти и строчить на машинке. Только предварительно опять развернув булавки перпендикулярно той линии, по которой будет проходить машинная строчка. Вот таким образом можно подготовить себе косую бейку любой длины. Например, если у вас недостаточно ткани, скажем так, кусок ткани не позволяет сразу выкроить слишком длинную бейку, значит сшиваем на машинке из 2-3 таких полосочек, то есть коротких полосочек косой бейки. И затем уже подготавливаем ее для обработки. Также я хочу показать, я вырезала вот такой, скажем так, кармашек формы, для того, чтобы показать, как обработать косой бейкой эти срезы. Прежде чем косую бейку пришивать к такому изогнутому краю, рекомендую еще придать парам утюга, придать вот такую форму косой бейки. То есть она у нас как бы ровная, да, но вы можете, чтобы она лучше лежала, не придавливая утюгом, а только паром, приложив ее к срезу, пройтись паром утюга. И затем уже идти на машинку пристрачивать.